Привет. Очень долго я искал на YouTube какие-то уроки из игры за Кунлау. Не просто комбо-гайды, где тебя научат наносить 300-400 урона, где-то там в тренировке, да, по стоячему, ничего не делающему противнику, а именно как вообще играть, как тащить. То есть, ну, что делать, какие серии использовать, а какие нет. Потому что если вы интересуетесь Кунлау, если вы ну, уже в тренировке что-то поделали, посмотрели на его серии, ну, это как бы тихий ужас же. Минус 27, минус 20, минус 19, ну, то есть минус 13, минус 13. Все какой-то дикий ансейф. Вас, по идее, должны все время наказывать. И плюс вот эти серии странные, да, когда у нас идет много хаев, ну, то есть, пожалуйста, да, то есть, и даже я, как бы, в игре часто наказывал это апперкотами, и меня наказывали апперкотами, ну, как бы непонятно, как за него играть, чтобы тащить. И я искал, ничего не нашел, сам научился играть, ну, и решил записать вот вам урок. Мало ли кто-то найдет, и кому-то это тоже зайдет, будет интересно. Я не буду, значит, рассусоливать просто за персонажа. Персонаж неплохой, средний тир. Несмотря на то, что он средний, за него некоторые люди умудряются доходить стабильно до финалов турниров, играют очень хорошо. У Кунлау нет оверхедов, можно сказать, их нет. То есть есть, конечно, вот стандартный, да, и есть еще на телепорте не такой, но как бы я скажу, что их нет. И низов практически тоже нет. Только один низ, вот эта ножка. Это как бы минус, да. У нас нет каких-то миксапов и прочее. Но у Кунлау есть очень хорошие приемы, спецприемы, да. Это, ну, вот эта вот его штука, шляпа, да, я не знаю, нормальная, потому что ее можно направлять вниз. И из-за того, что мы можем ее направлять вниз, под ней не посидишь. Всегда это будет чип урон. Всегда. Поэтому это очень хорошо. И перепрыгивать ее тоже не очень-то комфортно, потому что ты же ее можешь еще и вверх направить. Есть вот эта вот Z-шляпа, вообще шедевральный прекрасный прием, на котором, собственно, все Кунлау и тащат. И есть наша легендарная воздушная игра, вот это вот вниз 4. Вот это вот эти прыжки Кунлау бесячие, когда мы прыгаем, вот это делаем вниз 4, а при этом мы еще и телепорт можем завязать. Очень бесит, очень напрягает, и сильную доминацию в воздухе вызывает. Это как бы плюсы персонажа, поэтому за него тащить можно. Он играбельный, хороший, но есть у него как бы и свои минусы. Итак, давайте не буду долго об этом заострять внимание, сразу перейду как бы как играть. Значит, если мы зайдем в серии, как уже говорил, все как бы минусовое, стрёмное и не очень. Из юзабельного что я нашел? +1. Вот. Очень хороший удар. Самый, наверное, вообще просто самый лучший удар у него. Вот он +1. У него -5 идет. То есть, ну, практически сейф, да. Но мы не будем его заканчивать там в блок, да, ударили, типа, и все, и стоим. Смысл здесь в том, что это некий такой фрейм-трап. Если враг после него пытается что-то вставить, очень часто он получит еще раз этот +1. Давайте сделаем блок. Все-таки. Оп, 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 оп. Вот так вот быстро это происходит. И вот эти удары, ну, их можно много прям пихать. И как бы очень сложно в них войти как-то, ну, страшновато. Потому что у него есть продолжение. +1-2. Бам. Вот такой плечевой удар, который положит оппонента на пол. Причем он тоже, не сказать, что прям сильный минус. У него -7. Не все его перебьют. То есть, если вы его сделали и видите, что блок, нажали свой блок, и нормально, как бы. Мы в нейтральной ситуации. Есть вот такое продолжение. Это как бы, ну, самое лучшее продолжение. Если мы его посмотрим. Смотрим. +1, 3. У него какие нюансы? Это -19. По идее, нас должны наказывать. Но смотрите, что происходит. Вот, если я кидаю какую-то обычную серию, там, допустим, 1-2, да, видите расстояние какое? Вот я попал в блок, и по идее, меня как бы, когда будут наказывать, они меня точно накажут, потому что расстояние, видите, какое между персонажами. Но в случае вот этого 1-3, по концу серии, видите, я попал в блок, но расстояние, смотрите, какое между персонажами. И вот это расстояние, вот это большое. Видите? Ну, давайте вот. Видите, какое расстояние? Его же надо еще пройти. И вот это расстояние, чтобы пройти, наши -19, оно как бы нивелирует. И не все, я вам скажу, как бы пройдут это расстояние. Не все вас накажут. Поэтому, если вы сделали, видите, блок и нажали свой блок, то ваши эти -19 вообще, ну, не все накажут. Нормально будет. Плюс у этой серии есть много продолжений. Если мы посмотрим, вот у нее есть преимущество при отмене 34. Что это такое? Значит, если мы будем превращать, вот это сделать +1, 3 и какой-то спецприем, у нас целых 34 кадра на этот спецприем. А учитывая, что у нас еще и вот такое расстояние образовалось, вас вообще никто не накажет, если вы будете что-то там делать. А делать мы будем Z-шляпу. Бам, Z-шляпа.
Это прекрасная тема. То есть вот именно такой как бы прессинг у нас и есть. То есть мы сделали эту штуку, нанесли чип, еще пошел чип, враг вынужденно сидит в блоке. Если он, не дай бог, за все это время отпустит блок, он получит как бы от Z-шляпы. Плюс Z-шляпу можно усилить. Усилили, подпрыгнули, сделали захват, например. Ну, здесь у меня стойка сейчас стоит. Давайте уберем. Все сделаем, пусть он все блокирует. Усилил, подпрыгнул, сделал захват. То есть у оппонента нет выбора. Он блокирует всю эту хрень, блокирует эту Z-шляпу. Если он попытается что-то сделать, она попадет по нему. И пока он сидит в блоке, мы просто делаем захват. Все элементарно, нормально. Такой прессинг идет. Если враг начинает привыкать к этому, что мы, например, его там вот этой темой прессим, да, потом подходим, какие-то захваты ему делаем, он может понять, ага, он захватчик, он будет садиться пытаться после этого. Но когда он садится, мы начинаем его наказывать, значит, уже не захватом. То есть мы начинаем делать то же самое, да. Но когда мы к нему подходим, мы начинаем какие-то серии, да, пихать. Там вот такую, с руки начинаем его там прессить. Ноги начинаем на него пихать. Ну, что угодно, только не хаевые, чтобы наказывать его просто сидение. Это вот стиль игры Фокси Грампа как бы в чистом виде. Он все время пихает вот эти Z-шляпы, все время пихает вот эти захваты. И периодически начинает пихать ноги. И, собственно, когда враг пытается законтрить захваты и отхватывает эти ноги, он наносит ему там наполовину хп урон. Вот и все, как и играет Мунлау. Вот. И о чем я вообще? Я про удар вот это говорил, да? То есть наш основной инструмент вот этот удар. Его можно просто один пихать, вот так периодически, раз. Иногда его миксуем, то есть сделали, захват, например. Сделали, захват. Можно превратить вот в это его, нормально. Можно превратить вот в это. И когда мы превращаем вот в это, здесь опции какие? Если вы видите, что блок, да, ну, можем просто как бы нажать блок, передать инициативу, да, можем превратить в Z-шляпу. То есть, чтобы дальше шел пресс, видите, там чип урона сколько, там 3 удара, вот обратите внимание на хп Сабзира. Видите, сколько урона прошло? Это как бы все было в блок, а урон-то прошел. Если вот этой штукой, ну, допустим, за матч вы 5 раз его сделаете, представьте, сколько вы урона нанесете просто вот этой темой. А она не наказывается как бы. Продолжение может быть комбящее. То есть, если вы видите, что это попало в хит, это попало не в блок, да? Мы делаем спин и усиливаем. И там дальше уже в какую-то комбинацию еще это можно превратить. Вот, пожалуйста, там около 300 урона. Очень как бы вариативно. Плюс еще есть такой момент, фишечка. Не всегда получается, не на всех получается, некоторые оппоненты ее знают. Вот когда вы сделали это, если вы делаете спин потом, видите, я кручусь. Вот. И у спина есть такая особенность, что если он не попал в хит, вот смотрите, сейчас попал в хит, я не могу его усилить. Вот я пытаюсь усилить, не могу, потому что он уже попал в хит. Но если он крутится вот здесь, я могу его усилять во время... В любое время, пока я кручусь. То есть, вот смотрите, я сейчас буду крутиться и усилять. Вот я закрутился и усилил. Оп, видите, быстро это было. Ну, как бы, как, наверное, и должно происходить быстро. Но при этом я могу усилить медленно. То есть, я покручусь и усилю только в самый последний момент. Видите? Так, не получится, давайте. Оп. Оп. То есть, я под конец усиляю. И что происходит? Когда вы, как бы, играете там, ну, какой-то там второй матч или что с кем-то, от вас как бы ждут вот этих спинов и привыкают их наказывать. То есть вот оно расстояние, да, видите, сколько там, ну, секунды, там, меньше секунды даже он крутится. Привыкают к этому таймингу и начинают после него как бы садиться и пихать тычки, там, ну, наказывать как-то. И когда вы делаете вот эту серию, если вы, допустим, ну, в блок попали, опять же, вы можете нажать спин, но усилить его потом. Враг уже как бы такой подпривык. Спин, сейчас накажу, а ты усиляешь под конец. И ты летишь со своим спином на него и пробиваешь это. Как это выглядит, да? То есть мы сделали спин и под конец полетели. Полетели. То есть вот эту секунду, когда ты как бы попал в блок, ты как бы сделал спин, он уже предвкушает, что он тебя сейчас накажет. А ты под самый конец делаешь усиленный спин и проходит урон, и ты там его наказываешь на какой-то определенный, на 100, там на 150 можно наказать. Такая фишка есть, она работает. У меня периодически получается ее делать. Покрутился, усилил под конец. Нормально. Вот, это что касается вот этого +1. Наш самый основной, как бы, прием. Вот так. Вот так. Просто так. Вот так, захват и погнали. Что у нас, значит, второе по частоте использования и что можно использовать? Это вот эта серия. Вот это вот 2-1, 2-1, 2.
То есть начинается она с 2-1. Вот даже уже просто вот это, оно юзабельно. Но юзать надо аккуратно. Не грешите этим, не делайте все время только ее. Если вы будете все время делать только ее, из-за того, что вот эти вот хаи все время будут просто садиться под вами и все время пихать вам эти апперкоты. Не надо как бы фанатеть, ее делаем иногда. То есть мы все время прессим вот этой вот темой. Вот этой вот темой. Вот этой темой. Захватами прессим. Тычка захват прессим. А ее как бы, ну, иногда делаем, и она будет срабатывать, если вы используете ее иногда, как бы, знаешь, на нежданчика. Причем срабатывать это будет, знаете, как они будут садиться, типа, о, я ж сижу, прошло там полсекунды, он уже собрался наказывать, а ни хрена не успел, потому что остальные удары пошли уже. Вот эти вот. И эта комба, как бы, она, если вы ее доделываете, она выводит на 330 урона, если все как бы правильно сделать. Как правильно делать, посмотрите в отдельных уроках, я не буду долго это рассусоливать. Поэтому иногда ее можно юзать. Еще ее можно юзать как проверочку. Вот, например, если у вас начало раунда, да, можно вполне начать так. Видите, далеко летит, оно как бы сейфово, то есть. Ну, в начале раунда я бы, конечно, не советовал, но если как бы идет какая-то игра, и вы вот на каком-то таком расстоянии оказались, можно вполне ее пихнуть. Она как бы попадет, она притянет оппонента, если она попадет. Он к вам притянется, и она продолжится дальше, без проблем. То есть это некая такая дальняя, интересная такая комбинация. Можно ее юзать сильно, но не часто юзаем. Третий по чистоте прием у нас это вот эти ноги. Вперед 4. То есть нормальный тоже третий юзабельный удар. Удар, не знаю, ну как бы тут два удара. Хотя считается как один удар у Кунлау. У него, где он у нас есть? Вперед Б, вперед 4, минус 3. То есть по идее это как бы сейф. Ну, по цифрам сейф, но иногда почему-то это наказывают. Не знаю почему. Вот такая вот тема. Это мы можем юзать. Про разводку я уже говорил, что как бы идет Z-шляпа, идут захваты. И иногда идут вот эти ноги. Все, захватываем, убиваем. Тоже можно юзать. Если мы попадаем в хит этими ногами, они комбятся на 330 урона. Там сильная комба за 1 метр. Очень как бы жестко. Это третья по частоте использования. И да, походу и все. Ну, есть еще вариативная комбинация с ногой, вот с этой. Назад, 3, 2, 1. Полная комбинация выглядит вот так. Вот. Но полную ее лучше никогда не делать. Хоть там последний удар нижний, но он как бы с дилеем идет, его можно перфект блокнуть. И вообще вся комбинация, если вы ее закончите в блок, будет минус 20. Враг просто сидит, и он просто вас накажет. Ну, как бы не очень. Поэтому единственный вариант, как мы можем ее использовать, это вообще просто вот эту вот ножку. Просто вот назад 3 и какой-то там спин, например, закинуть. Но с тем же успехом можно как бы и просто вниз 3 и спин сделать. Получится, ну, практически то же самое. Вот. Это можно как бы использовать. Можно немножко продлить ее, назад 3-2. И сделать усиленный спин. И там как-то дальше закомбить. Тоже как бы есть место. Видите, 240 урона, то есть, ну, в принципе, неплохо. Иногда как бы разбавить вашу вот эту вот прессинг игру, вот эти захваты, ну, какой-то ножкой вниз. Тоже, ну, неплохо. Вот. Это что касается серий. Все остальные серии, которые вы там у Кунлау увидите, это все, ну, хрень полная. А, еще важная серия очень. Вперед 2-1. Вот это. Она минусовая. Она полная выглядит вперед 2-1-4. Вот так. Вы ее наверняка часто видели. Здесь момент какой? Серия плохая, минусовая. Ее как бы просто так мы не используем. Использовать ее можно только в одном случае, если вы пытаетесь наказать противника. Если он что-то делает, какую-то комбинацию у вас. У нее просто есть Crash and Blow. А, не туда зашел. У нее есть Crash and Blow. Давайте, допустим, удар ногой сделаем. Давай. Оп, видите? И дальше этот Crash and Blow, если вы его сделали, он выводится там на 350, иногда на 400 урона. Давайте я попробую, конечно. Ну, короче, ладно, 250 будет. Я думаю, я сейчас не смогу вам сделать это. Ну, что ж такое. Ну, ладно, пусть будет 250. Я не буду долго тратиться на это. Там надо попрактиковаться определенное время. Есть там определенный момент с этим делом. Я когда плотно играл, я стабильно делал как бы эти там 350, иногда 400 урона. Посмотрите комбокайты, опять же поймете.
И вот это, мне донести важно смысл. Вот эта серия, просто так мы ее не делаем. Мы прессим все-таки вот этим. Вот как прессите вот плюс вперед 1 и как и что-то дальше. Этим прессим. А эту серию вперед 2, 1, 4 мы только наказываем ей. Какой-то футинг игрой, да? Только в таких случаях. Ну, как-то так. Это все по сериям. По спецприемам, что можно сказать? То есть у Кунлау есть вот эта шляпа, наш зонинг. У нее, в отличие от всех зонингов других персонажей, есть определенный дилей, связанный со шляпой. Видите, я бросаю, шляпы нет. И оп, она появилась. Я бросаю, шляпы нет, появилась. То есть, ну, обратите внимание на голову Кунлау. Она появляется, видите, не сразу. И вот эта хрень, что она появляется не сразу, не позволяет Кунлау прям зонить. То есть, если вы там, не знаю, играете за Соню какую-то, еще за Скарлетт, они могут просто вот нон-стопом что-то поливать, прям заливать какую-то издалека, да? Кунлау так не может. У него шляпа появляется. Ему надо время. И поэтому вот издалека мы не зоним. Это нет смысла в этом. Мы кидаем ее периодически. То есть мы оказались далеко, оп, кинули. Мы, например, сделали захват, да, какой-то. Давайте сделали захват. Враг лежит, мы можем кинуть вот эту шляпу. То есть вот так это работает. Мы периодически иногда кидаем шляпы. Между ними что-то делаем, там побегали, поприседали, там шляпу кинули. Но не зоним прям максимально. Это вот касаемо шляпы. И вниз как бы направлять ее прям не надо, но иногда можно как бы поднаправить слегка. Если вы видите, что враг какого-то черта приседает под ней, ну, конечно, направляем ее вниз. Но обычно враги всегда будут думать, что вы ее и так направляете вниз, они будут ее блокировать, а не пытаться приседать. Поэтому такой гарантированный чип-урон вот с этой шляпы неплохо. Что еще у нас? По телепортам. Вот многие новички прям хардкору спамят вот эти телепорты дурацкие. Они, ну, конечно, на начальном уровне, может, и работают. Но если вы играете против кого-то адекватного, они не работают. Вот просто от слова совсем. Вас будут сидеть, поджидать и апперкотить. Или даже еще хуже, кто еще лучше играет. Они будут сидеть, тыкать тычку и потом что-то продолжать делать с вами. И это будет 200, иногда 300 урона. И вот эти вот 90, вот этих вот ваши прыжки на 90, чтобы получать постоянно по лицу апперкотами, они этого не стоят. Если уж вы делаете телепорт, делайте как бы его сверху, двойкой. То есть все телепорты должны быть вот двойкой. В процентном соотношении 80 телепортов вот таких должны быть. И только 20% вот таких. Можно иногда пихать. Если вы видите, что там противник что-то блочит, например, стоит. Если он ваши телепорты просто стоит блочит, а ничего с ними не делает, то можно, конечно, вот такие ночные блоки пихать. Про вот это я вообще молчу. Вот это вот 1, 4, это все бред. Никогда это не делайте, вас накажут и изнасилуют. Если вы мазохист, конечно, можете, но в нормальной игре не надо это делать. Это телепорты. Z-шляпа вроде рассказал. А может, рассказал в прошлом дубле, который я не выложил. Ну, давайте еще раз расскажу. Фишка Z-шляпы в чем? Первое вот это время делай идет жесткий, долгий. Вас наказывать будут. Поэтому просто так прием этот не делаем, мы только в серии делаем. В серии вот в этой. Или в серии ножки и Z-шляпы. Вот, так можно делать. То есть вот всегда два варианта. Либо у нас вперед 1-3 Z-шляпа. Самый вообще лучший вариант. Либо ножки Z-шляпы. Вот. Сильный чип-урон нормально так пробивает. И враг вынужден сидеть под ней всегда. Он вынужден сесть и сжать блок, пока эта Z-шляпа работает. И если мы Z-шляпу усиливаем, у нас практически гарантированный захват будет. То есть, допустим, ножки, Z-шляпа. А, ну давайте сделаем блок ему. А, стойка, он опять упадет. Все, надо поставить. Давайте ножки, Z-шляпа. Усиливаем. Подпрыгиваем. Оп. То есть, что я сделал? Я сделал ножки, усиленную Z-шляпу, подошел и нажал захват. У врага нет, ну, как бы выбора. Он сидит, блокирует эту Z-шляпу, и вы подходите и делаете захват. Практически гарантированный. Если он отпустит, он получит урон от Z-шляпы. Если он, ну, мастер какой-то, и прямо у него получается отпускать и наказывать вас апперкотами, то в следующий раз, когда вы так делаете, вы уже просто снова ноги делаете. Если он какого-то черта отпустит блок, он получит эти ноги, и это выведет вас на там 300 урона с лишним. Вот такая как бы тема идет с этой Z-шляпой. Вот в случае вот в этом вообще прекрасно. Здесь усилять Z-шляпу не то, что, ну, если вы ее усиляете, например, вот здесь, то надо будет подпрыгнуть сначала, то есть сделать дэш, не подпрыгнуть, а да, сделать дэш вперед, и только потом захват. Но тоже это как бы работает. Так можно прессить очень активно. Вот, это что касается приемов. А, и вниз 4, конечно, как я мог вниз 4 пропустить. Самое главное, это наша воздушная игра бесячая.
у Кунлава есть вот эта возможность сделать низ 4. Из-за этого он становится, ну, королем воздуха неким таким. Всегда, когда вы прыгаете, от вас ждут оппоненты вот эту вниз 4. Например, очень часто я когда начинал играть, я не понимал, какого черта все Кунлава вот так назад отпрыгивают в начале игры. Назад отпрыгивают. А потом я сам понял, почему это происходит. Когда начинается игра, ты прыгаешь назад, у тебя есть вот этих 2 секунды. А оппоненты в начале игры очень любят, ну, как-то начинать что-то делать сразу там. Если Сабзиро, он там будет пытаться своим топором там на расстоянии ударить, еще как-то. Все будут пытаться сблизиться и нанести какой-то удар близкий. Ты прыгаешь назад, и любое движение, пока к тебе в сторону твою делают, ты наказываешь низ 4. А еще можно его усилить, и будет как бы 150 урона. Да, то есть вот, а Сабзиро ко мне такой, раз, он в мою сторону двинулся, вниз 4, 150 урона. Получай, как бы, вот этот прыжок назад очень сейфовая тема. Очень часто, когда вы там, ну, вы в какой-то ситуации оказались, вы, например, прессили, да, то есть какой у нас вариант может быть? Вот я, допустим, его прессую, допустим, вот такой комбинацией. У меня есть опция просто прыгнуть назад. То есть я сделал как бы в блок все, да, сейчас типа его инициатива, он типа сейчас должен меня как бы начинать атаковать. У меня есть вот это вот расстояние между нами, которое он будет преодолевать и, скорее всего, меня не заденет. А у меня есть время, чтобы вот так назад прыгнуть. И как получается? Я сделал, я прыгаю назад, и вот этой штукой наказываю. То есть он в это время дернется, пойдет там что-то атаковать меня как-то, а я прыгну назад и накажу его. Плюс у этой ноги какая еще фишечка есть. Вот если вы один раз попали, второй ваш раз, если вы снова попадете и усилите, это будет Crushing Blow. 300 урона. Солидно, нормально, иногда получается. Но фишка даже не в этом, что этот Crushing Blow есть и что он получается. Фишка в том, что враги боятся его. Они знают, что он есть. И если вы один раз попали, вот вы попали, да, вы оба об этом знаете. Враг знает, что у тебя есть этот Crushing Blow. Он будет ждать от тебя еще одного прыжка. То есть, ну, типа, очевидно же, да, что ты сейчас попытаешься, наверное, прыгнуть и что-то еще сделать. Поэтому мы прыгаем, но не делаем этот удар. Мы просто там, не знаю, прыгаем, наносим просто удар и что-то продолжаем. Или прыгаем и делаем захват, например, вообще совсем там на нежданчик. Ну, короче, мы используем этот момент. Каждый раз, как ты попал вот этой ногой, враг будет ждать еще снова от тебя ногу какое-то время. И ты можешь это использовать, ты можешь, как бы, ты знаешь, что он это ждет, поэтому можно вообще с низов там начать, еще как-то прессить, захваты делать, просто прыгать, пугать его, типа сейчас начнется, прыгаешь, а вообще сделал вот так вот. Это используем. И вот эта нога очень хороший инструмент для сближения. То есть не обязательно же прыгать в самый верх и только потом нажимать. Можно же делать и вот так. Сейчас, погодите. Оп, очень быстро. То есть, видите? Вот. Вообще моментально. То есть я только начал прыгать, сразу сблизился. Вот я был, допустим, вот на таком расстоянии. Сейчас. Да елки. Оп. И подошел, и как бы дальше что-то делаешь. То есть так очень хорошо, например, прожектайлы обходить. Вот если вы вообще на большом расстоянии, в чем как бы плюс, да, Кунлава, вот Сабзиро, допустим, вот на таком расстоянии. Что думает типичный Сабзиро на таком расстоянии? Сейчас я кину сюда заморозочку, да, в него. Он ее, собственно, кидает, и большинство персонажей, что они вынуждены делать? Они либо сидят под ней, либо там блокируют ее, либо ее перепрыгивают. И это действие, оно для Сабзиро, ну, ничем не грозит. Вот на таком расстоянии. Поэтому он, собственно, и кидает свою заморозку, потому что враг сядет, что он потом сделает? Ну, он типа подойдет, да? Или перепрыгнет, и все, он просто подошел. Дальше Сабзиро уже будет думать, что ему делать. Но с Кунлава не все так просто. Вот Сабзиро сейчас кидает заморозку, я ее перепрыгиваю и наказываю даже с такого расстояния. А могу еще вот так вот перелететь эту заморозку, вот так перелететь и наказать уже даже серией. Поэтому, как бы, зонеры, если вы умеете использовать вот это вот перепрыгивание, если вы, ну, чуйкой чуете, когда там проджектайл вас запускают, очень, как бы, умело вот это все можно делать и наказывать. Поэтому это тоже используем. Итого, уже, наверное, затянул. Давайте подытожим. Кунлава. Мы прессер. То есть вся тактика игры, мы прессим, мы пытаемся сблизиться с оппонентом, делаем это при помощи вот этого +1. Это наш самый главный инструмент. 50% всех ваших ударов должно начинаться вот с этого +1. Или просто +1, или там продолжаем в плечо в это, или вот так вот продолжаем. Периодически пихаем захваты, то есть мы там +1, захват какой-нибудь. Просто прыгнули, тычка вниз, захват, ну то есть какие-то такие дела. Процентов 30 ваших как бы комбинаций могут иметь место вот такие. Это вот эта шляпа, да? И остальные, сколько там остается, это вот такие ноги могут быть.
Все, в общем-то, мы ничего больше не используем. И для футинга, если мы футим, мы можем использовать вот эту серию. Ну, про Crash and Blow я говорил, помните. Все, по комбинациям все. В такой примерно соотношении. По поводу какой-то такой дальней игры, если мы оказались на каком-то расстоянии, иногда периодически пускаем шляпы, но не увлекаемся ими. Если вы, допустим, вот вы увлечетесь, вы будете там 2-3 их пускать, ну, оппоненты что-то явно с вами нехорошее начнут делать, они поймут, что ты решил типа в зонинг поиграть, и, ну, и получишь ты. Поэтому так чисто для разнообразия кинули 1-2. Оппонент такой, ага, мы сейчас зониться будем. Он начинает что-то там вас пускать. Вы его тут же переходите вот в это дело, чтобы уже наказывать его. То есть, по сути, вся наша шляпа — это развод на зонинг. Ты как бы приглашаешь врага поиграть в вас в зонинг. Типа, смотри, я кидаюсь, давай тоже кидайся. И как только он начинает кидаться, мы сближаемся и дальше прессим. Вот как бы так это работает. Телепорты юзаем редко. Вот у меня за всю игру бывает 2-3 телепорта. Ну реально, потому что они не очень эффективные. И если мы их юзаем, то юзаем вот этот вот оверхедли. Он самый быстрый из всех и самый менее наказуемый. Даже если враг пытается его наказать вот этим апперкотом, он может не успеть. Поэтому если юзаем, то только его. И только вот, ну, на нежданчика, ну, это чуять прям надо, когда он сработает. Если вы будете его там спамить, и не дай бог даже 2 раза подряд делать, ну, забейте. Это мазохизм. Вот, за шляпа рассказал, да, разводка, то есть используем в прессинге, то есть вот это наша тема, оп, или там вот такая тема, оп. Комбинации посмотрите в любом комбо-уроке, их там много, я не буду на это заморачиваться. Ну, в общем-то и все, и захваты, много захватов. А еще, кстати, момент у Кунлау по вот этой вот тычкой игре я называю это. То есть все как бы тычат обычно персонажи вниз один, видите, вот это вниз один, но у Кунлау вниз один галимое. Вот смотрите, видите, расстояние вообще. Я стою чуть ли не в упор и какого-то черта не попадаю этой рукой. У Кунлау, поэтому все вот эти тычка игра вся, она идет на вниз 3. Нога достает гораздо дальше, смотрите. Вот, рука не достает, а нога достает. Поэтому, если вы когда-то тычились вот этой вот вниз 1, отвыкайте нахрен, вниз 3 у вас должно быть. У Кунлау только вниз 3. По фреймдате оно никак не отличается. Вот у нас здесь, видите, минус, где у нас старт 7. Здесь у нас старт 7. И причем, смотрите, здесь преимущество в блоке минус 4, минус 5. Ну, тут есть как бы вообще не ахти разница. Но так как дальше, вот это минус 3, поэтому привыкаем тычиться минус 3. Ну и как бы любите захваты. За Кунлау это вот must have. Любить захваты. Сблизились, захват. Тычка, захват. Прыгнули, ничего не сделали, захват. Прыгнули там, ударили, например, захват пихнули. Ну, если в блок он был. Как бы, и вот этот микс вот этих вот периодических прессингов, захватов, и иногда, когда враг уже начал привыкать и стал просто садиться, а вы его начинаете просто с ноги вот так запинывать, ну, прекрасно работает. В общем, все, хватит. Сейчас еще будет несколько игр, просто нарезок каких-то, чтобы вы поняли, как это, ну, на деле работает. А я с вами прощаюсь. Если понравился, ставьте лайк, пишите комментарии. Если хотите еще каких-то персонажей, пишите. Я делаю первый самый свой урок. По нему, собственно, и буду делать выводы, надо ли мне этим заниматься или нет. Прошу прощения за графику и за тормоза, что я играю на компьютере, он довольно не самый сильный. Разрешение тут чуть ли не самое низкое в игре, и графика самая низкая. Ну, как бы, прошу понять и простить. Ну, я играю на компе. Вот, все, пока. Смотрите уроки. Ну, все, я устал. Пока.